Секрет встреч с двумя девушками одновременно. Вы одиноки, наслаждаетесь своей свободой и задумываетесь о том, чтобы попробовать то, что для многих мужчин является мечтой – быть с двумя девушками одновременно. Но подождите, это не так просто, как кажется. Этот текст не для новичков или тех, кто не знает, что делает. Здесь вы найдете настоящее руководство, как максимально использовать свою холостяцкую жизнь, избегая ненужных драм и путаницы, которые могут испортить всю игру. Для этого нужны стратегия, контроль и доля эмоциональной холодности. Если вы готовы научиться наслаждаться жизнью, не теряя контроля, следуйте каждому совету внимательно. Номер 1. Поймите правила игры перед тем, как начать играть. Быть с двумя девушками одновременно – это не только про физическое влечение, но и про умение управлять двумя параллельными ситуациями, не делая ошибок. Первое, что вам нужно знать – у обеих будут разные, а иногда и противоположные ожидания. Не пытайтесь применять одинаковую тактику для обеих. Изучайте каждую, что они любят, что ценят, какие триггеры вызывают интерес. Девушки быстро замечают несоответствие, поэтому поддерживайте свою линию поведения на каждом из фронтов. Кроме того, никогда не смешивайте их миры. Если одна любит посещать тот же бар, что и другая, выбирайте разные места, чтобы избежать проблем. Помните, импровизация может быть полезной, но планирование обязательно. Номер 2. Управляйте своим временем как мастер стратегии. Часы – ваш лучший друг или худший враг, в зависимости от того, как вы их используете. Если вы встречаетесь с двумя девушками, вам нужно стать настоящим мастером управления временем. Распределяйте свое внимание разумно, чтобы ни одна из них не почувствовала себя обделенной. Создайте мысленный график, чтобы знать, в какое время лучше встречаться с каждой. Например, если одна работает днем, это может быть идеальное время для встречи с другой. Но не переусердствуйте с расписанием. Вы не хотите показаться отсутствующим или незаинтересованным для любой из них. Используйте простые и реалистичные оправдания, чтобы объяснить свое отсутствие, и всегда отдавайте предпочтение коротким, но насыщенным моментам. Номер 3. Держите свою личную жизнь вне их поля зрения. Чем меньше они знают о вашей повседневной жизни, тем лучше. Это не значит, что вы должны быть полной загадкой, но поддерживать определенную эмоциональную дистанцию крайне важно. Не углубляйтесь в детали, где вы были и с кем, и ни в коем случае не делитесь информацией об одной девушке с другой. Это прямой путь к катастрофе. Если они начнут задавать слишком много вопросов, переключайте тему естественно, не вызывая подозрений. Создание ореола загадочности помогает, но помните, слишком много тайны может вызвать подозрения. Номер 4. Будьте безупречны в общении. Общение – это ключ к избеганию проблем. Отвечайте на сообщения последовательно, но не слишком быстро. Если вы всегда доступны, это может вызвать вопросы. Используйте технологии в свою пользу. Создавайте напоминания на телефоне, чтобы не забывать отвечать или запоминать важные детали, которые каждая из девушек поделилась с вами. В конце концов, если одна из них расскажет вам что-то личное, а вы забудете, она может подумать, что для вас это не важно. Будьте внимательны, но не переусердствуйте, пытаясь угодить. Номер 5. Умейте справляться с признаками интереса и недоверия. Даже если вы наслаждаетесь своей холостяцкой жизнью, помните, что девушки мастера в замечании малейших изменений в поведении. Если одна из них начнет подозревать, сохраняйте спокойствие. Избегайте чрезмерных оправданий или отчаяния, потому что это только усилит подозрения. Иногда лучшая защита – вести себя так, будто ничего не происходит. Кроме того, следите за признаками того, что они могут соревноваться за ваше внимание. Это может быть вашим преимуществом, но также может вызвать напряжение, если это не контролировать. Номер 6. Никогда не смешивайте одну с другой. Это правило простое. Не оставляйте следов. Никаких забытых личных вещей одной девушки в доме другой, тем более никаких комментариев, которые могли бы выдать, чем вы занимаетесь, когда не с ней. Маленькие ошибки могут превратиться в большие проблемы. Проверяйте сообщения на телефоне перед встречей с каждой из них и никогда не оставляйте уведомления на экране. Если возможно, используйте приложения для сообщений с функциями скрытия, но не создавайте ненужного паранойя. Дискретность – ваш лучший союзник. Номер 7. Почему важно глубоко понимать их личности?
Если вы планируете встречаться с двумя девушками одновременно, один из первых и самых важных уроков — понять, кем они являются как личности. Это не только про физическое влечение или мгновенную химию. Мы говорим о создании такой связи, которая позволит сохранить их интерес и одновременно избежать ошибок, которые могут разоблачить вашу ситуацию. Каждая девушка имеет свою индивидуальность, вкусы, неприязнь и эмоциональные триггеры. Знание этого позволяет вам не только адаптировать свой подход, чтобы радовать каждую из них, но и избегать поведения, которое может вызвать подозрения. Некоторые девушки очень наблюдательны, другие более импульсивные и страстные. Понимание этих нюансов — то, что отличает любителя от стратега. Номер 8. Как справляться с ревностью и возможным эмоциональным напряжением. Когда у вас есть отношения сразу с двумя девушками, появление ревности почти неизбежно, даже если они не знают о существовании друг друга. Это чувство может возникнуть из-за мелочей, таких как неравномерное внимание, изменения в поведении или даже из-за простой задержки ответа на сообщение. Умение справляться с ревностью – ключевой навык для того, чтобы держать ситуацию под контролем и не позволять мелким неприятностям перерастать в серьезные проблемы. Здесь важен подход на опережение. Распознавайте первые признаки эмоционального дискомфорта и действуйте так, чтобы развеять сомнения до того, как они перерастут в конфликты. Одной из самых эффективных стратегий является сохранение спокойствия и уверенности. Девушки обладают почти инстинктивной способностью чувствовать неуверенность, поэтому никогда не позволяйте нервозности проявляться в ваших взаимодействиях. Если одна из них задает вопросы, которые могут быть проверкой, например, спрашивает, где вы были или с кем разговаривали, придерживайтесь последовательной и непротиворечивой линии поведения. Кроме того, уделяйте время и внимание каждой, показывая, что она для вас особенная. Небольшие жесты, такие как комплименты или неожиданное сообщение, могут уравновесить эмоциональный фон и снизить вероятность ревности. Однако не путайте управление ревностью с обманом или манипуляцией. Если вы допустите оплошность, любая несостыковка может быть воспринята как предательство. Секрет заключается в управлении эмоциями. Каждая должна чувствовать себя уверенно в своей роли в вашей жизни. Ваше поведение – это показатель здоровья ваших отношений. Чем вы увереннее и уравновешенные, тем меньше места остается для подозрений. Номер 9. Как избежать фаворитизма, который может привести к проблемам. Когда вы одновременно общаетесь с двумя девушками, соблазн выделить одну из них неизбежен, будь то из-за эмоциональной близости, физического влечения или удобства. Проблема в том, что любой намек на фаворитизм, даже незначительный, например, больше времени, проведенного с одной, или большая заинтересованность в разговорах, может вызвать дисбаланс, ведущий к сомнениям. А сомнения и вопросы – это последнее, что вам нужно в такой ситуации. Чтобы избежать фаворитизма, главный секрет – это последовательность. Это не означает, что вы должны обращаться с обеими абсолютно одинаково, но важно поддерживать равномерное внимание, чтобы не вызывать подозрений. Например, если вы быстро отвечаете на сообщение одной, старайтесь делать то же самое и для другой. Если вы планируете что-то особенное для одной, постарайтесь сделать что-то равноценное для другой. Цель – создать ощущение равенства, даже если ваши чувства склоняются в одну сторону. Кроме того, избегайте сравнений, даже невинных. Комментарии вроде «мне нравится, как ты это делаешь» могут быть безобидными в обычной ситуации, но если вы говорите что-то похожее другой, это может стать источником конфликта. Помните, девушки обладают удивительной чувствительностью и легко замечают, если их ставят на второй план. Удовлетворение обеих требует эмоциональной дисциплины и чувства баланса. Это не обман и не манипуляция, а управление ожиданиями и создание среды, где каждая чувствует себя ценной, не оставляя места для конкуренции и неуверенности. Номер 10. Роль уверенности в себе для поддержания контроля над ситуацией. Никакая стратегия для поддержания нескольких отношений не будет успешной без уверенности в себе. Уверенность – это не высокомерие, а убежденность в том, что вы способны управлять ситуацией, не теряя контроля. Девушки быстро замечают мужчину, который сомневается или проявляет неуверенность, и любой эмоциональный сбой может поставить все под угрозу. Поэтому первым шагом должно быть развитие правильного мышления. Будьте уверены в своих выборах и готовьтесь к трудностям без колебаний. Уверенность начинается с самопознания. Знаете ли вы, что вы делаете, и, что более важно, зачем вы это делаете?
Многие мужчины вступают в такие игры из эгоистичных побуждений или потому, что считают, что это будет легко. Но без внутренней ясности вы становитесь уязвимым. Когда вам задают сложные вопросы или возникают неожиданные ситуации, такие как просьба одной девушки проводить больше времени вместе, именно уверенность помогает дать четкие ответы и избегать подозрительных действий. Кроме того, уверенность напрямую связана с управлением эмоциями. Вы должны быть уравновешенным и не позволять давлению ситуации сбить вас с толку. Если одна из них начинает подозревать, или что-то идет не так, как планировалось, сохраняйте спокойствие. Мужчина, уверенный в себе, излучает спокойствие, которое помогает девушкам чувствовать себя комфортно в отношениях. Работайте над своим мышлением ежедневно. Помните, если вы сами не верите в себя, никто другой тоже не поверит. Продолжаем с видео, но сначала, если ты дошел до этого момента, мой дорогой, оставь комментарий с фразой «100%» или что-то подобное, чтобы подтвердить, что ты усвоил материал на этом этапе. Для более интересных тем подпишись на канал, поставь лайк под видео и поделись с другими. Как уравновесить двойные отношения без лишних сложностей? Номер 1. Секрет равномерного распределения времени. Управлять двумя отношениями одновременно требует уровня планирования, который многие мужчины недооценивают. Разделение времени на равной основе – это первый шаг к тому, чтобы избежать проблем. Ключ здесь создать расписание, которое будет работать как для вас, так и для ваших партнерш. Не стоит пытаться постоянно адаптироваться к внезапным изменениям или становиться заложником требований обеих сторон. Установите фиксированные дни и время для каждой из них и относитесь к этому как к обязательству, которое нельзя отменить. Если возможно, используйте напоминания в телефоне, чтобы организовать встречи, сообщения или звонки. Однако деление времени – это не только физическое присутствие. Вам нужно уделять искреннее внимание и делать каждый момент значимым. Нет смысла проводить часы с одной из девушек, если вы отвлекаетесь, думая о другой или о посторонних вещах. Проявляйте истинный интерес и концентрируйтесь на настоящем. Кроме того, научитесь определять, какое время суток наиболее важно для каждой из них. Некоторые девушки больше ценят вечерние встречи, в то время как другие предпочитают получать сообщения в течение дня. Корректируйте подход в зависимости от их предпочтений. И, наконец, избегайте перегрузки. Многие мужчины совершают ошибку, беря на себя больше обязательств, чем могут выполнить, что в итоге разрушает всю систему. Научитесь балансировать свое время, оставляя место для себя и других жизненных обязанностей. Когда вы овладеете управлением временем, вы не только сохраните контроль над ситуацией, но и продемонстрируете зрелость и организованность. Это создаст положительный образ вас в глазах обеих партнерш, делая такие отношения более устойчивыми. Номер 2. Почему важно придерживаться организованной рутины в двойных отношениях? Если вы думаете, что можно импровизировать в отношениях с двумя девушками, вы настраиваете себя на провал. Организованная рутина – ваш лучший союзник, чтобы все функционировало без сложностей. И прежде чем вы начнете думать, что это сделает отношения механическими, помните, организация – это то, что обеспечивает свободу для импровизации, когда это необходимо. Когда вы точно знаете, что нужно делать, вы снижаете вероятность совершения элементарных ошибок, которые могут вызвать подозрения. Начните с выделения фиксированных моментов для каждой девушки, но так, чтобы рутина не стала слишком очевидной. Например, если вы обычно встречаетесь с одной из них по субботам, меняйте время или виды активности, чтобы это не выглядело предсказуемо. Также избегайте шаблонов, таких как отправка сообщений в одно и то же время каждый день или использование одинаковых фраз. Чем естественнее будет казаться ваш график, тем меньше вероятность возникновения вопросов или подозрений. Организация также включает готовность к непредвиденным обстоятельствам. Может появиться план в последний момент, и вы должны знать, как изменить расписание, не оставляя незакрытых концов. Это требует баланса между гибкостью и обязательностью. Не стоит недооценивать важность мелочей, таких как запоминание дней рождения, предпочтений или даже важных событий для каждой из них. Эти детали показывают, что вы внимательны и цените отношения, делая их более стабильными. Номер 3. Понимание того, что ценно для каждой девушки, чтобы избежать конфликтов. Одна из самых распространенных ошибок – это одинаковое отношение к обеим девушкам, как будто у них одинаковые вкусы, желания и ожидания. Это прямой путь к конфликтам.
Каждая девушка уникальна, и понимание того, что для каждой из них важно, играет ключевую роль в поддержании гармонии в отношениях. Это не значит, что вам нужно менять свою личность, но стоит адаптировать свой подход, чтобы лучше соответствовать ожиданиям каждой из них. Обращайте внимание на то, что они говорят вскользь. Одна девушка может ценить тихие вечера дома, а другая предпочитает приключения и яркие впечатления. Зная их предпочтения, вы можете планировать встречи и взаимодействия, которые будут соответствовать индивидуальным интересам каждой. Это не только предотвратит ненужные сравнения, но и создаст более глубокую и искреннюю связь с каждой из них. Еще один важный аспект – понимание того, что мотивирует их эмоционально. Некоторые девушки ценят слова одобрения, другие предпочитают поступки и действия. Знание того, что работает для каждой, снижает риск недоразумений и поддерживает гармонию. Помните, то, что работает для одной, не обязательно подойдет другой. Поэтому избегайте обобщений и вкладывайте время в глубокое понимание каждой из девушек. Этот подход окупится, когда вы заметите, что конфликты исчезают, а отношения становятся более радостными. Номер 4. Как быть незаметным и не вызывать подозрений. Дискретность – это фундаментальный навык для поддержания нескольких отношений одновременно без осложнений. И это гораздо больше, чем просто скрывать одну девушку от другой. Это умение минимизировать следы и вести себя естественно, чтобы никакие ваши действия не вызывали подозрений. Первый шаг – избегать посещения мест, где обе девушки могут вас увидеть. Выбирайте разные локации для встреч и меняйте свои привычки, чтобы снизить вероятность неожиданных столкновений. В цифровом мире дискретность становится еще более важной. Убедитесь, что ваши сообщения защищены, и избегайте видимых уведомлений. Используйте мессенджеры с функциями конфиденциальности и не храните компрометирующую информацию, такую как фотографии или личные сообщения, в местах, где к ним легко получить доступ. Кроме того, избегайте очевидных шаблонов поведения, таких как исчезновение в одно и то же время или отказ от звонков в определенные моменты. Еще один важный аспект – это ваше поведение и тон. Если вы будете чрезмерно ласковы с одной девушкой и совершенно отстраненны с другой, это обязательно вызовет подозрение, особенно у тех, кто более внимателен к деталям. Практикуйте естественность и сохраняйте уверенность, даже если вам задают неожиданные вопросы. Лучший способ быть дискретным – это действовать уверенно и избегать поведения, которое может выдать чувство вины или неуверенность. Номер 5. Влияние обещаний, которые вы не можете выполнить. Давать обещания, которые вы не сможете выполнить – это одна из самых больших ошибок, которую можно совершить, имея отношения с двумя девушками одновременно. И я скажу прямо, пустые обещания не только разочаровывают, но и подрывают доверие и провоцируют конфликты. Особенно это касается эмоциональных обязательств и ожиданий на будущее. Если вы знаете, что не сможете выполнить то, что она ждет, лучше быть честным с самого начала, даже если это может быть неудобно. Не поддавайтесь искушению дать обещание просто для того, чтобы угодить или извлечь краткосрочную выгоду. Нарушенное обещание может иметь разрушительные последствия, причем не только немедленные, но и долгосрочные. Девушки обладают хорошей эмоциональной памятью. Они запомнят то, что вы сказали, и рано или поздно напомнят вам об этом. В таких ситуациях ваши слова могут быть использованы против вас. Более того, обещая то, что вы не можете выполнить, вы создаете ложное чувство безопасности. Это может привести к развитию ожиданий, которые в конечном итоге разочаруют обе стороны. Поэтому, прежде чем давать какое-либо обещание, подумайте, сможете ли вы его выполнить. Если вы не уверены или знаете, что это невозможно, будьте честны и покажите, что для вас важнее забота о доверии в отношениях, чем желание угодить словами. Прозрачность и искренность не только предотвращают проблемы в настоящем, но и создают более прочные и искренние отношения в будущем. Номер 6. Создание уникальных моментов с каждой для укрепления связи. Если вы встречаетесь с двумя девушками одновременно, ваша задача – сделать так, чтобы каждая чувствовала себя особенной в ваше время с ней. Не совершайте ошибку, воспринимая моменты с одной как взаимозаменяемые с другой. Каждая встреча должна быть продумана, чтобы создать уникальный и запоминающийся опыт. Это не значит, что нужно тратить много денег или делать грандиозные жесты, а скорее вкладывать время и креативность, чтобы каждая почувствовала, что вы цените ее. Маленькие жесты имеют гораздо большее значение, чем вы думаете.
Проведенное с одной девушкой время должно быть исключительным не из-за сравнений, а благодаря вниманию к тому, что делает ее счастливой. Например, если одна из девушек любит кофе, сводите ее в новое место, где подают необычные сорта, и посвятите время обсуждению тем, которые важны для нее. Если другая предпочитает прогулки на свежем воздухе, устройте пикник или совместный поход. Секрет в том, чтобы сделать эти моменты эксклюзивными, даже если они просты. Важно не то, насколько сложна идея, а то, что каждая из девушек чувствует себя уникальной и любимой. Такой подход помогает избегать сравнений и укрепляет отношения с каждой из них, создавая атмосферу доверия и гармонии. Номер 7. Почему избегать сравнений между ними жизненно важно для успеха? Если вы хотите, чтобы стратегия поддержания двух отношений работала без сложностей, одно из главных правил, которое вам нужно соблюдать, ни в коем случае не сравнивайте. Понимаю, может быть соблазнительно сравнить одну с другой. Ведь у каждой из них свои качества, и они могут предлагать вам что-то разное. Но как только вы начнете сравнивать, вы попадете в разрушительную спираль, которая может привести к огромным проблемам. Девушки не любят, когда их сравнивают. Более того, сравнения подпитывают неуверенность и создают недоверие, что может разрушить все. Сравнение – это не только проявление неуважения к обеим, но и знак того, что вы сами недостаточно цените себя. Каждая девушка уникальна и хочет чувствовать себя особенной для вас, а не просто еще одним вариантом среди многих. Когда вы начинаете сравнивать, она чувствует, что соревнуется за место в вашем сердце. А поверьте, никому это не нравится. К тому же, сравнение может вызвать конкуренцию между ними, что может привести к многочисленным проблемам. Вы должны научиться принимать, что каждое отношение уникально и имеет свои собственные качества и динамику. Бессмысленно ожидать, что одна будет как другая. Одна может быть более общительной, а другая – более замкнутой, одна может любить активный отдых, а другая предпочитать проводить время дома, и это нормально. Секрет успеха здесь в том, чтобы не позволять этим различиям становиться негативным фактором. Наоборот, вы должны ценить эти особенности и фокусироваться на уникальности каждой из них, избегая сравнений, которые могут нарушить гармонию. Номер 8. Как предвидеть проблемы и быстро находить решения? Когда вы имеете дело с несколькими отношениями, умение предвидеть проблемы становится критически важным. Не ждите, пока проблемы появятся, чтобы только потом пытаться их решить. Это ошибка, которая может загнать вас в сложную ситуацию. Ключ к успеху – это понимание того, что проблемы неизбежны, будь то ревность, нехватка времени или завышенные ожидания. Трюк в том, чтобы замечать признаки до того, как ситуация выйдет из-под контроля, и действовать быстро и эффективно, чтобы предотвратить кризисы. Предвидение начинается с самопознания. Вы должны быть честны с самим собой о своих собственных ограничениях, времени и энергии. Если вы замечаете, что начинаете перегружаться, самое время составить план действий, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку. Это может быть простая корректировка вашего расписания или даже откровенный разговор с одной из партнерш. Кроме того, поддержание постоянной и прозрачной коммуникации крайне важно для того, чтобы вы могли заметить признаки дискомфорта до того, как они перерастут во что-то большее. Например, если вы начинаете замечать, что одна из них становится более отстраненной или холодной, это может быть сигналом того, что что-то не так. Вместо того, чтобы игнорировать это или пытаться сделать вид, что проблема исчезнет сама собой, проявите инициативу в решении ситуации. Будьте общительными и внимательными, не позволяя проблеме затягиваться на несколько дней. Здесь главное – действовать быстро, чтобы минимизировать негативное воздействие и сохранить доверие и гармонию. Если вы научитесь предвидеть проблемы и быстро находить решения, вы сможете сохранять баланс без лишних осложнений. Номер 9. Управление эмоциями, не теряя фокуса на своих целях. Когда речь идет о множественных отношениях, легко потеряться в эмоциях. Но вы должны понять одну вещь – эмоции сложны, и если вы позволите им управлять собой, вы потеряете ориентир. Вначале все кажется веселым и беззаботным, но со временем вы столкнетесь с моментами сильных эмоций, будь то ревность, разочарование, неуверенность или даже более глубокие чувства. И угадайте, что? Это может вас дестабилизировать, если вы не научитесь справляться с этим разумно. Вам необходимо обладать самоконтролем. Возможно, в какой-то момент вы обнаружите, что испытываете больше чувств к одной из них, чем к другой, или даже чувствуете вину за то, что делите свое время и внимание.
То, чего вы не можете позволить себе, так это позволить этим эмоциям вмешиваться в вашу главную цель – поддерживать отношения сбалансированными и без осложнений. Это означает, что иногда нужно дистанцироваться эмоционально, не поддаваться ревности или неуверенности и понимать, что в определенные моменты разум должен превалировать над эмоциями. Например, если вы замечаете, что слишком много думаете об одной из них, вам следует остановиться и подумать, что это изменит. Поможет ли это сохранить баланс или только создаст больше проблем? Вы должны научиться отстраняться эмоционально, когда это необходимо, сосредотачиваясь на том, что действительно важно. Чего вы хотите, чего вы ищете и как вы можете все держать под контролем. Помните, эмоции могут вас подвести, если вы не знаете, как их контролировать. Номер 10. Важность сохранения эмоциональной независимости. Сохранение эмоциональной независимости – это ключевой фактор для успешного баланса в нескольких отношениях. Это означает, что вы не должны эмоционально зависеть от одной из девушек, чтобы определять свою ценность, счастье или благополучие. Именно это даст вам возможность принимать ясные решения, не поддаваясь страху потерять кого-то или эмоциональному давлению конкретной ситуации. Если вы становитесь эмоционально зависимым от одной из них, вы теряете свою силу и контроль над ситуацией. Эмоциональная независимость не означает быть черствым или эгоистичным, это способность быть самодостаточным в эмоциональном плане. Вам необходимо иметь свое собственное пространство для размышлений, отдыха и, главное, чтобы не потеряться в буре интенсивных чувств, которые возникают в отношениях. Это позволит вам принимать рациональные решения, вместо того, чтобы действовать импульсивно или под влиянием сиюминутных желаний. В отношениях с двумя девушками особенно важно сохранять эмоциональную независимость. Если вы начинаете чрезмерно вовлекаться в эмоции с одной из них, вы заметите, что утрачиваете контроль над общей динамикой. Вы становитесь уязвимы для манипуляций, эмоционального шантажа и даже разочарований. Когда вы сохраняете эмоциональную независимость, вы получаете свободу выбирать свои действия, основываясь на том, что лучше для вас, а не на том, что вы чувствуете в данный конкретный момент. Номер 11. Осознание, когда эмоциональный груз становится слишком тяжелым. В любых отношениях существует определенный эмоциональный груз, и важно осознавать, когда этот груз становится слишком тяжелым для вас. Это особенно актуально, если вы одновременно ведете два отношения. Легко поддаться соблазну думать, что вы справитесь со всем, но правда в том, что у вас есть пределы. Игнорирование признаков эмоциональной перегрузки может привести к истощению, как психическому, так и физическому, а также ухудшить качество ваших отношений. Вы должны быть честны с собой относительно того, сколько вы действительно можете вынести. Когда вы начинаете замечать, что обязанности и ожидания накапливаются до невыносимого уровня, это сигнал, что пора оценить, готовы ли вы продолжать в том же ритме. Эмоциональный стресс может проявляться по-разному, от бессонницы и перепадов настроения до приступов тревоги или разочарования. Осознание этих признаков перегрузки жизненно важно, чтобы избежать потери контроля над ситуацией. Если вы чувствуете, что эмоциональный груз становится слишком большим, пора переоценить свои приоритеты. Возможно, пришло время внести изменения, открыто поговорить с одной из партнерш или даже сделать шаг назад, чтобы восстановить баланс. Не бойтесь признать, что ваше психическое и эмоциональное здоровье всегда должно быть на первом месте. Корректировка ожиданий, реорганизация своего времени или даже сокращение социальных активностей может быть решением для предотвращения чрезмерного истощения. Не позволяйте эмоциональному грузу довести вас до изнеможения, так как это может повлиять не только на ваши отношения, но и на ваше здоровье и благополучие. Номер 12. Когда и почему стоит задуматься, является ли эта стратегия лучшим решением для вас. Когда вы адаптируетесь к ведению нескольких отношений, наступает момент, когда важно сделать паузу и подумать: это все еще работает для меня. Ведение двух отношений одновременно может казаться захватывающей или даже вдохновляющей стратегией в начале, но со временем вы можете столкнуться с вопросами лояльности, доверия или даже внутренней пустоты. Этот момент рефлексии имеет решающее значение, чтобы убедиться, что вы не просто следуете теории, которая кажется хорошей, но на практике больше не приносит пользы. Необходимо быть честным с собой и оценить, действительно ли этот подход соответствует вашим желаниям и целям. Чего вы хотите в долгосрочной перспективе? Возможно, вы ищете что-то более глубокое, например, моногамные отношения, или хотите продолжать исследовать свою свободу в сбалансированном и необременительном формате.
Важно понимать свои мотивы, чтобы решить, является ли то, что вы делаете, лучшим для вашего эмоционального благополучия. Кроме того, эмоциональное истощение от ведения двух отношений может начать влиять на ваше счастье или энергию. Если вы заметили рост напряжения или испытываете трудности с управлением своими эмоциями, возможно, пришло время пересмотреть свою стратегию. Иногда стремление к свободе и удовольствию может вступать в конфликт с вашими собственными более глубокими эмоциональными потребностями. Не бойтесь пересмотреть свои решения и признать, когда настало время изменить подход. Размышление о своих намерениях и внесение корректировок по мере необходимости поможет вам избежать сожалений и убедиться, что вы строите жизнь, которая действительно делает вас счастливым. Жизнь – это процесс эволюции, и если вы понимаете, что эта стратегия больше не идеальна, будьте достаточно смелыми, чтобы внести необходимые изменения.